Здравствуйте, друзья, с вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшний выпуск посвящен сегодняшнему заседанию Шевченковского районного суда города Львова в деле об убийстве Ирины Фарион. Сегодня 3 июля 2026 года. Что, друзья, произошло? А произошел настоящий юридический казус, который способен вызвать гомерический хохот у любого квалифицированного юриста. Доктор юридических наук, трижды заслуженный борец с коррупцией Лариса Сергеевна Криворучко сама себя перехитрила. В результате, как я и предсказывал, она фактически бросила, или лучше сказать, кинула Вячеслава Зинченко без полноценной юридической помощи. При этом она очень грамотно пропиарилась. Сейчас Лариса Сергеевна активно твердит и пускает пыль в глаза общественности, что во всем виноват, дескать, исключительно суд. Но, друзья, я, как практикующий юрист, могу четко и недвусмысленно заявить: результат сегодняшнего заседания — отстранение Ларисы Сергеевны Криворучко от исполнения обязанностей адвоката Вячеслава Зинченко — это целиком и полностью следствие ее собственных действий и бездействий. Итак, сегодня 3 июля 2026 года в Шевченковском районном суде Львова суд постановил прекратить полномочия адвоката Ларисы Сергеевны Криворучко по осуществлению защиты Вячеслава Зинченко и назначить ему адвоката для бесплатной правовой помощи через Западный межрегиональный центр предоставления бесплатной правовой помощи. Прокурор Дмитрий Петлеванный обоснованно подчеркнул, что согласно данным Единого реестра адвокатов Украины по состоянию на 3 июля в досье Криворучко до сих пор имеется отметка об остановке права на занятие адвокатской деятельностью. Судья Петр Невойт, руководствуясь частью 2 статьи 45 Уголовного процессуального кодекса Украины, принял законное решение. При этом сам Вячеслав Зинченко заявил, что желает, чтобы его и дальше защищала именно Лариса Криворучко. У него остается возможность до следующего заседания 9 июля 2026 года заключить соглашение с частным адвокатом. Но нужно сказать, что, во-первых, я ознакомился с позицией Софии Особы, которая заявляет, что Ларису Криворучко отстранили от исполнения функций защиты Вячеслава Зинченко и призывает София всех сделать очередной рывок до перемоги. То есть перемога, по их версии, заключается в уничтожении Зинченко, человека, которого можно назвать человеком зомбированным Фарион. Таким образом, результат длительных усилий Ирины Фарион, которую застрелили в ее собственном дворе, привел к тому, что Вячеслав Зинченко,
украинизированный и обандеренный, теперь четко спозиционирован на пожизненное заключение. Это, по сути, итог всей деятельности Ирины Дмитриевны Фарион. Я, друзья, в какой-то мере даже иронизирую над происходящим, но, знаете, мне все равно, как это будет восприниматься. Либо лагерем Софии Особы, либо лагерем алкобанды поддержки Вячеслава Зинченко. И с той, и с другой стороны на меня льются помои, поэтому я просто наблюдаю за процессом и пребываю в приподнятом состоянии духа. Почему, друзья? Да потому что никто ни с одной, ни с другой стороны не считает необходимым поддерживать мой канал и мою независимую юридическую аналитику. Поэтому свой полный вывод, друзья, о реальной причине того, что произошло сегодня, я сейчас озвучивать не буду. Это останется своеобразным ребусом. Не знаю, владеет ли ответом на этот ребус сама Лариса Сергеевна Криворучко. Владеет ли им сторона потерпевших во главе с Софией Особой? Владеют ли им родители Вячеслава, сам Вячеслав и его алкобанда? Я не берусь утверждать. Может быть, кто-то из них о чем-то догадывается, но я вам четко могу сообщить. Суд таки владеет ответом на этот ребус. И поэтому то, что произошло сегодня в суде, отстранение Ларисы Криворучко от выполнения обязанностей защитницы Зинченко, решение суда законно. То есть в соответствии с буквой закона. Я не хочу сказать, что здесь полностью соблюден дух закона, но буква соблюдена идеально. Это мое субъективное, профессиональное мнение. С ним кто-то может и не согласиться, но я предполагаю, что это именно так. И когда то ли Лариса Криворучко прозреет, то ли откроет для себя настоящую причину этого конфуза, произошедшего на сегодняшнем заседании, то ли у алкобанды спадет алкогольная пелена с глаз, то ли сам Зинченко что-то начнет понимать своими еще юношескими мозгами, не знаю, но, может быть, когда-нибудь для них станет очевидна законная причина отстранения Криворучко от функций защитницы. Теперь о том, как это преподносит нам сама Лариса Сергеевна. Она говорит о том, что ее пытаются устранить от судебного процесса. Почему? Потому что Вячеслав Зинченко невиновен, а награды уже розданы. Криворучко утверждает, что распространяются неправдивые сведения о том, что у нее отсутствует право на осуществление адвокатской деятельности из-за того, что соответствующие данные не отображены в ЕРАО, Едином реестре адвокатов Украины. И эти сведения якобы не учитывают содержание судебных решений по ее делам. То ли она умышленно вводит кого-то в заблуждение, то ли сама находится в заблуждении, то ли уже
на таком отдыхе, что ей наплевать на все и не хочется шевелить мозгами. А возможно, друзья, перед нами очередная хорошо разыгранная постановка. Show must go on. Дальше Лариса Сергеевна пишет: право адвоката определяется законом и обязательными для исполнения судебными решениями, а не техническими записями в реестре. Я, конечно, соглашусь с этим в принципе. Но, тем не менее, то, что отображается в реестре и на чем основывалось сегодняшнее решение Шевченковского суда об отстранении Криворучка, я рискну утверждать, что все это абсолютно законно. Я это могу подробно пояснить и разъяснить, но поскольку мой канал не поддерживается группой поддержки Зинченко, тавтология, как говорится, я этого пояснять и разъяснять не буду. Буду пребывать в приподнятом настроении. Что же еще пишет Криворучка? Ровенский административный суд ухвала от 15 июня 2026 года остановил действие решения КДК Винницкой области от 5.06.2026 об остановке ее права на занятие адвокатской деятельностью. Все верно. Ухвала от 19.06.26 об обеспечении иска была отменена. Однако после подачи 24.06.26 апелляционной жалобы в соответствии с процессуальными последствиями исполнение этой ухвалы было остановлено, что стало основанием для восстановления действия ухвалы от 15.06.2026. Ну, согласен, Лариса Сергеевна. Однако что-то вы явно не дорабатываете, уважаемый доктор юридических наук вместе со своим санитаром. Вы утверждаете, что право на занятие адвокатской деятельностью восстановлено, а вот и нет. Реестр отображает информацию, которая должна соответствовать действующим юридическим фактам на сегодняшний день. И на сегодня запрет, отраженный в реестре, как раз соответствует действующим юридическим фактам и нормам закона. Правовая позиция у Криворучка остается неизменной, но и моя правовая позиция тоже неизменна. Она продолжает критиковать реестр адвокатов Украины за то, что он не вносит актуальные сведения. Да, суд раньше допускал к процессу адвокатов, которые формально не имели права, как в случаях с Сулеймой и Вороняком, оказывать юридическую помощь. Но теперь суд исправился и не допустил Ларису Сергеевну Криворучку, хотя она публично это критикует и якобы оспаривает. Но я не думаю, что в данном случае она полностью основывается на законе и реальных юридических фактах. Это мое мнение, которое я сейчас, как уже говорил, полностью озвучивать не буду. На какие-то моменты здесь нет реакции, продолжает твердить Лариса Криворучка, еще чего-то она там нам втирает, но тем не менее, друзья, еще раз повторю, все, что произошло сегодня, это именно то, что произошло. Лично я, как юрист, считаю, что решение суда законное, хотя Лариса Криворучка пытается утверждать, что ее обидели и незаконно не допустили к исполнению обязанностей адвоката. Ну что ж, бывает, Лариса Сергеевна, бывает, даже на доктора юридических наук иногда находит проруха
как говорится. Так что не надо искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Так что давайте, друзья, вперед к победе. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!